Сапер — это лучшая игра. Но по какой-то причине очень незаметная, как какой-нибудь Тетрис или Пасьянс. Создается такое ощущение, что Сапер — это такой непутевый сын, о котором все знают, но стараются лишний раз не говорить. И я здесь, чтобы исправить это. Ведь кто вам еще поведает о том, что Сапер намного более всеобъятный, объединяющий в себе локальные мемы, свои искаженные версии, крипипасты, шипы, спидраны, фан-сервис, НЦФВ контент, Roblox, казино, фанатские композиции и полностью переиначенные игры за действием иррациональных чисел. И примерно вот таких описаний, как это работает. И важно понимать, что это не какой-то там гайд или прикол. Точнее, это тоже. Но по сути своей, это видео объединяет в себе полный анализ каждого пука, каждой игры, каждого арта, что ходит под именем этим. Ой, в смысле Сапер. А так как я посмотрел сотни роликов по Саперу, я прекрасно знаю, что не все умеют в него играть. А чтобы понять все, что я буду говорить дальше, я должен очень кратко погрузить вас в суть вещей. В общем, вот поле. На нем рандомно спавнится энное количество мин, о местоположении которых ты не знаешь. А чтобы узнать, надо ткнуть по экрану, после чего у тебя, скорее всего, откроется такое поле. Но может и не откроется. Это зависит от версии Сапера. И вот этими цифрами на квадратах обозначается количество мин, стоящих вплотную у квадрата. Теперь при помощи них мы вычисляем клетки, где расположены мины, и, сука, держимся от них подальше. А лучше вообще на них не смотреть. Я надеюсь, я всех научил играть в Сапера. Это если прям кратко, но также есть и фичи. Рассказывать про них я не хочу, так что расскажу о механике, на которой они все строятся. В общем, если ты знаешь диапазон, где находится мина, но не знаешь точное место, то в некоторых ситуациях он поможет тебе вычислить безопасные квадраты. Примеры можете глянуть на стоп-кадре. Главное, смотрите внимательно, чтобы удержание у видео росло. На этом оригинальная игра кончается, и сейчас я пересказал 90% роликов по Саперу. Но несмотря на простоту, оригинал является неким идеалом, который сует в абсолютно все фанатские игры, на которые я сделал обзор. Потому что понимают всю прелесть этой игры. И даже Папич в своем тир-листе ставит Сапер выше Киберпанка, GTA 5 и Капхеда. Думаю, вопросы о величии этой игры отпали. Объективно! Объективно! Сапер лучше, чем Хардстоун. С оригинальным Сапером мы разобрались, так что переходим на новый уровень. Фанатские игры. Абсолютной доминацией на этом поприще обладают полностью скопированные с оригинала или немного видоизмененные под свой стиль игры. Но если поискать получше, то можно наткнуться на вот такое. И на такое. Ну, в первом случае вы видите некий 3D Сапер. Один из самых популярных поджанров этой игры. Здесь все просто. Мы всего лишь имеем не 8 потенциальных мин вокруг одного блока, а 26. Спокойно, разработчик не дурак. Вряд ли вы тут увидите колоссально большие цифры. Конечно, если вы не зашли в кастом, но туда лучше вообще не лезть, побойтесь бога. Также я нашел вот такой 3D Сапер, но это вообще какая-то шляпа. Ну вот что это? Скажу за себя, 3D Сапер мне уж больно чушь, так что лишние минуты на него я тратить не хочу. Ведь все еще есть этот абсолютно бредовый, созданный каким-то шизофреником, маньяком, психом Сапер, выглядящий как лавкрафтианский ужас и, вероятно, являющийся файлом смерти. Ну как мне здесь ориентироваться? Что с этой однеркой? Какой из этих квадратов входит в ее окружность? Я не понимаю. Куда здесь жать? Почему я чувствую прогрессирующую деменцию? Почему игра показывает мне пенис? У меня нет ответа. Какие еще существуют игры по Саперу? Есть такой круглый 3D Сапер, не с 26 минами, а с 6. Главным ориентиром здесь являются эти линии. Нужно искать шары с цифрой, которая будет совпадать с количеством пустых шаров поблизости, и помечать их знаком опасности, после чего ваши действия игра прокомментирует таким сообщением. Есть Сапер, в котором ты рисуешь картины. Также Сапер с прокачкой, онлайн-режимом и питомцами. И даже Сапер от Netflix. Правда, в него можно зайти только с VPN. И даже после этого с вас потребуют подписку на Netflix. Но судя по трейлеру, это обычный редизайн Сапера. В общем, давайте не будем мусолить весь этот кал с разным уровнем трэша, а перейдем к моему фавориту. К самой фансервисной игре из этого списка. Некий Minesweeper Collector. При заходе в игру вам сразу вывалят дохерища кнопок, на которые вы не нажмете. Ведь для начала вам нужно заработать нужный уровень или купить премиум, а набирается он в эпизодах, где в том числе за прохождение вы получаете предметы. Если вы соберете 9 предметов из определенной группы, то получите ключ. И уже за ключи вы открываете новые эпизоды с более сложной сложностью и такими нововведениями, как гектосапер, то есть сапер с 6 квадратами по кругу. Потом вы будете получать разные предметы на карте. Сундуки, штука, которая открывает территорию, мины и щиты. Зачем все это в сапере? Ну, лично мне игра понравилась тем, что в отличие от всех остальных, здесь постоянно нужно прокачиваться. Например, на 5-м уровне у нас открываются пазлы, в которых за 9 пройденных уровней вы можете собрать динозавра, улитку.
Кстати, на кнопке с пазлами изображена полуголая женщина. Искренне хочу надеяться, что это такой байт на покупку премиума. Но это навело меня на одну мысль. Неужели и вправду есть порно по саперу? Да, оказывается, есть. Только это именно что головоломки, которые при прохождении открывают картинки с вот таким содержанием. Но есть и такая игра. По картинкам и описанию можно сделать вывод, что объектом для дрочки являются цифры, а бомба завершает этот процесс. На сайте, где я это нашел, было написано, что игра вышла еще в 2019, но в Steam я этого не нашел. Зато нашел разработчика, и у него на странице было несколько порно-игр. Исходя из чего я не понимаю, почему этой игры здесь нет. В общем, прям конкретно порно по саперу я не нашел, потому что эта игра целомудренна и прекрасна. Сегодня мы с вами поиграем в сапер, бомбочки разминируем. Теперь смотрим дальше, такой немножко тяжелый, да, момент. Ребят, напишите в комментариях, ставим куда тут надо было щелкать, потому что... Все, давайте уже перейдем к финальной части по Minesweeper Collector. На следующих уровнях мы открываем петов, башню величия и онлайн режим. К сожалению, в отличие от Роблокса, на питомцах не строится местная экономика, и обменивать их с другими игроками нельзя. Но гача здесь присутствует. За 150 монет можно прокрутить слот и получить одного из этих питомцев, после чего увлекательно разблокировать его и поднять на второй уровень. А что насчет третьего уровня? Хуй тебе в рыло. Вообще, питомцы умеют только выполнять привычные задачи других предметов. Об них даже окурок не потушишь. В общем, они бесполезны. Но есть еще и башня. Здесь за 1000 монет вы получаете доступ к возможным наградам, чтобы, возможно, получить больше денег. Ну, давайте попробуем. Бля, ебаный рот. Все, давайте уже переходить к самой мякотке, которая открывается на 20 уровне. Онлайн-режим. Здесь в чем суть? Вы выходите в мир, где лишаетесь денег, предметов, питомцев, и вам нужно собирать камни на огромной карте, соревнуясь с другими игроками. Но есть и плюсы, здесь нет этого обоссанного гектосапера. И вот ты сидишь, собираешь камни, прокачиваешь инвентарь для камней, камни прокачивают тебя. А онлайн-режима что-то нету. Где люди? Возник у меня вопрос. Ну, давайте посмотрим на онлайн-серверов. 0, 0, 0, 0. 0. Что же это такое? А, вот есть один человек. Только мы не можем к нему зайти, он находится на втором уровне. А сколько нужно для второго уровня? Ага, 125 тысяч. А у меня... Ну, как-то раз я встретил человека на первом уровне, но сколько не пытался его искать, я не нашел. Честно пытался. Хоть в онлайн-режиме и нет онлайна, он оказался интереснее всего, что я перечислил раньше. Вероятнее всего из-за отсутствия гектосапера. Есть еще вторая часть этой игры, она более проработана, и, как автор обещает, есть подобие сюжета. Но она стоит 325 рублей в стиме, и денег у меня лишних нету. Что же мне сделать, чтобы они появились? Доброго времени суток, уважаемые подписчики моего канала, и сегодня мы будем играть... Это как сапер игра, то есть на которой вы попадете, это мины. Поле очищается, и теперь произвольно стараемся, вот мы и попались. Тут есть множество игр. А какие мы посмотрим? Ай, сразу мину, блин. Я нажимаю, я не знаю, куда мне ставить. Мне кажется, я сейчас с первой попытки проиграю. Ну давайте сюда. Нет, мне повезло, очень круто повезло. И оно, мне кажется, не вычислит, где же нет мины. Мне придется опять наугад ставить. Давай сюда, ну давайте сюда. И вот я проигрываю, блядь, свои 5 рублей. Как красиво меня сливают. Короче, здесь играйте так, как вам, душа позволяет. Вот я получил 357 сатошиков. 28 игроков получила по 357 сатошиков. Вот, мы выигрываем. И у нас здесь становится 10 рублей, как было после поражения. Я осуждаю азартные игры. Не играйте в это. Все, что я показал до этого, это именно что мобильные игры. Я все еще не рассказал про браузерные и компьютерные. А ведь там все намного интереснее и продуманней. Но это я решил оставить на потом. Сейчас меня больше интересует спортивная деятельность. Ведь глупо полагать, что по саперу не проводят турниры и нет спидранов. Захожу я на самый главный сайт по киберспорту в сапере, и что-то я ничего не понимаю. Конечно, да, сапер это гениальная и продуманная игра, но даже так я в абсолютном недоумении. Что обозначают все эти категории? Для чего здесь есть местный маркетплейс, какие-то конфеты? Что все это значит? Давайте разбираться. Ну, что такое победы, время, сложность и винстрик понять можно. А остальное это что? Понимание всей этой стране мне сильно помогло это видео. В нем вообще куда глобальнее рассказано, как работает обычный сапер. Так что если вы не поняли мое объяснение в начале, то можете перейти по этому QR-коду или по ссылке, которая находится, потом скажу где.
3 БВ. Минимальное количество нажатий для раскрытия поля без расстановки флагов. 3 БВ в секунду. Показывает нашу скорость игры и одновременно с этим эффективность. То есть, если поле сложное, а мы откроем его за нормальное такое время, то поставим рекорд эффективные нажатия в секунду. Это самый очевидный признак, насколько быстры ваши нажатия. Короче, все вот эти вот категории — это просто объективизирование сильных и уебищных черт вашего геймплея. Это мы закрепили. А вот это что? Это количество и качество ваших улучшений, которые можно покупать как в магазине, так и на рынке у пользователей за деньги. Откуда брать деньги? Выполнять задания. Например, пройти вот такое поле 23 на 27 с 144 минами. Отсюда вытекает и опыт тоже. Также есть турниры. Здесь ты сражаешься с другими игроками на скорость, за что тоже получаешь награды. Все, мы собрали полный комплект наград. Но здесь все еще есть конфеты, алмазы, хонор поинты, а для того, чтобы играть на арене, нужны какие-то билеты. Я не буду это обозревать, я не хочу. Давайте перейдем к спидранам. Если зайти на сайт по спидранам, вот он, можно увидеть 3 категории, которые разделяются на размер поля, как в оригинальном сапере. И если на самом большом уровне сложности лидирует какой-то китаец, который год назад поставил рекорд в 26 секунд, бешено тыкая мышкой, которую, скорее всего, сам собрал, то на самом маленьком поле, уже 8 лет развалив пузо, лежит некий Шин Симпсон, который за весь спидран нажал 2 кнопки и стал чемпионом. И тут все такие спидраны, у них на сайте даже иконка одного цвета. Настолько они невзрачные. Меня это, конечно, не устроило. И я полез за настоящими спортсменами со зрелищными сражениями на YouTube. Добрый вечер. Скажем, что это последнее предупреждение. Я организую турнир по игре «Сапер» в Казани, город Казани. Я подготовил регламент, как обещал. Вот моя подпись даже. И, соответственно, прописал в нем основные положения турнира. Для регистрации в турнире необходимо оставить комментарий «Я Сапер». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии «Я Сапер». Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас мы посмотрим, как Алекс 007 играет в киберспортивный сапер. Ну что, друзья, всем привет! Сегодня знаменательный день. Мы встретились с нашими участниками в турнире «Сапер». У нас сегодня 5 участников. Двойка, Нормально, единица. да. Нормально? Нормально? Продолжаем? Нормально. Подожди, ну сейчас же ты можешь подорваться. Зачем ты так жмешь-то? Я ж пошутил. Да я пошутил! Хорош нажимать-то везде. Куда ты просто так без стратегии? Все под контролем. Вон справа точно мина. Ставь туда флаг. Ставь флаг справа! Поехали рубиться. 3, 2, 1. Погнали. Okay, 1-1, of course, 1-1, 1-2, 2-2. Подожди. Я запутался. Нет, нихуя не сложно, это изи. Окей, дальше сложно, дальше я не понимаю, как дальше. Здесь или тут мина получается. Ну, это тяжелая игра, она же рандомная вроде, правильно? Двойка вот эта, вокруг этой двойки, вот 2 мины. Ебать, как же изи. Бля, по-моему, я супер сверху. Oh, I misclicked. I'm not to click. Ух, ебать. Оу, я! Значит, здесь нету мины? Что там было сознательное, а что нет, оно что-то значения не имеет, потому что большая часть того, что мы делаем... Испортил мне настроение. Нормальное было. Упс, умер. Все. Бля, мне в дверь кто-то стучится. Я ничего не заказывал. Ну, я тут тайминг проебу. Ладно. Я готов заново. Лучший игрок сапера прямо сейчас. Поехали. Время должно одинаковое. У меня не открылось. Я кликнул. Раз, два, три. Игрок сапера. Все, давай. Все, играй. Все, поехали. На высокой и поехали. Здесь мина по любе. Здесь ничего нет. Блять. А как можно играть наугад? Ну вот что это? А чё у меня таймер-то? Он что, меня, блядь, убьет? Таймер это на рекорды, типа. Я как бы могу прибавить, если вам тихо. Там музяка какая-то такая расслабляющая. Эти знания придется от отца к сыну. Учите нас. Вот учу, да. А почему ты стримишь, если устал и видео нет? Отдохнул бы нормально, дней бы перетерпели. Раньше пару дней ждали. Чего так? Ну блин, надо. Засада, я не знаю, как это сделать. Концовка сложная, блядь, последний босс что-то не дается. Я нажал. Блядь, ты меня подъебал, чел. Я выиграл. Да ладно. Я повелитель сапера. Ладно, я повелитель сапера. Заснул. Сука, ну да. Не зря пришел в универ. Да, возможно, я немного приукрасил, но примерно вот так выглядит обычный турнир по саперу. Невероятно. Но помимо этого, по всему интернету раскидана просто кладезь различного контента, сделанного фанатами сапера. Да, фанатами сапера вы не ослышались. Обычно, когда человек слышит подобное словосочетание, у него в голове невольно строится психологический портрет типичного представителя этого комьюнити. Затворнический образ жизни, явные симптомы аутизма и антисоциальное поведение. Но если вбить в поиске ютуба запрос сапер, то
первое, что вы увидите, это фанатские композиции с миллионами просмотрами. Как бы парадоксально это не было, но в игре с вот таким саунд-дизайном... Звуки Windows Scene в версии Sapphire для Windows 7, звуковые эффекты цветочной темы Windows 7 отличаются от классической версии Sapphire. Самым популярным форматом видео является музыка. В одном только этом плейлисте этих песен под 50, а всего их может переваливать за сотни. Я прослушал их все. Почти все они стилизованы под старые приставки. Особенно сильно заметен закос на музыку из Марио. Но есть и такие, это уже другого автора. В общем, музыки по этой игре уйма. Есть даже русский трек от некого Антона MP3, стилизованный под контейнер. Но тут явно человек поставил это название не из высокой любви к этой игре, а из-за этой строчки. Старый друг мой дал звук, как при проигрыше в сапер. Это вообще единственное упоминание сапера в этой песне. Непонятно, зачем он такое название поставил. Только на стадии монтажа я нашел вот это, но просто не мог это не вставить. Сапер, складывай цифру в уме, момент гангстарет, брода, чё там уметь? Ну давай, попробуй поиграть пару раз, DreamWorks, твои ноги идут по луне, тут нужен подход. Мины повсюду, они не глубоко, так что ни на минуту не отвлекайся, брат. Семинар «Как сделать минус». Семинар номинировался за минимизацию поминок минералов, миниганов в этой игре нифига нет, на минуту лабиринт не минует именно Тавр. Но что примечательно, так это то, что почти каждая композиция сопровождается подобным превью. Люди массово ставят невозможные числа на одинаковый фон сапера. Я решил узнать, откуда все это пошло, и ответ... Мне не понравился, поэтому я решил связать все эти песни с ним потом. Просто сейчас он будет здесь не в тему. Но я копнул глубже и узнал, что Сапер совсем не милая игра. Она по-настоящему может доводить до ужаса. Есть легенда, по которой, если вы встретите на поле число 9, то это одна единственная недостающая мина будет заложена у вас за спиной. Привет, саперы! С вами Свинтус Грязный. И сегодня мы поиграем в хоррор-игру под названием Сапер. Я сорвал пульт от ядерки. Тут ее не должно быть, поэтому не, я пока не буду рисковать. Опасно. Да, опасно. Тут все опасно еще. Всем привет, друзья! Нет. Это все шутки. Но кто сказал, что нормальных хорроров по саперу не существует? Например, сейчас вы видите игру Mineshaft. Она, кстати, есть в браузере. Это своеобразный 3D сапер, действие которого происходит в шахте, где вы должны рыться вниз. И если вы не понимаете, как тут ориентироваться, то я тоже ничего не понимаю. В большинстве своем я рыл пустые блоки и блоки с маленькой цифрой. Ну и да, здесь присутствуют элементы хоррора. Думаю, вы уже заметили не очень приятное освещение. Но хоть здесь все так страшно выглядит, ужас. При этом здесь нет ни одного скримера. Только если ты сломаешь неправильный блок, то тебе въебало светанет флешка. Но это как-то совсем жидко. А когда ты спустишься в самый низ, то увидишь огромный блок с однеркой и секретный блок 69. Ну и на этом игра кончается. Есть еще одна игра, которая показалась мне хоррором. Ее я нашел благодаря этому видео. Некий Сапер 2, который при входе встречает нас таким монстриком. Блять, ну вот если бы здесь не было этой страшной рожи, то я вообще эту игру за сапер не считал. Здесь вообще все иначе. Теперь вместо логичных загадок тебе нужно тупо искать по радару мины и копать. Ну и короче все, это неинтересно. В это мы не играем. И что же получается, больше страшилок по саперу нет? Ну вообще есть такие же закосы на что-то пугающее в Роблоксе. Но настоящего хоррора я не нашел. Очень жаль. Я нашел по этой игре вообще все, но хоррор я не нашел, блять. Какой-то долбоеб эту в Рустор выложил вот это вот с такими скримерами. Тут даже сюжет есть. Бля. Сапер — это вообще по своей сути невероятная игра. Вот я уверен, что никто не знал ни о чем, что я сейчас рассказываю. А это только половина. Вот как такое обширное количество контента находится в вакууме? Почему на самом популярном русскоязычном обзоре, именно обзоре, а не на гайде, всего 500 просмотров, а о полном обзоре, как у меня, и речи не идет. Его просто нет. Вообще нигде. Во всем мире. Over 1 hour of Minesweeper Iceberg. 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 Вы сейчас смотрите первый полноценный обзор на игру, которой 35 лет, блядь. Кстати, интересный факт. Сапер является плагиатом игры 83-го года, которая выглядит вот так. Здесь типа тебе нужно найти выход из шахты, а сверху показано, сколько мин находится рядом с тобой. В общем, рыться нужно только там, где мин...
Нет. И если вы подумали, что обвинение надумано, то нет, автор сапера это спокойно признавал. Ну а что, авторы Евангелиев ведь тоже не сами все это придумали? Их-то почему-то в плагиате никто не обвиняет. Я все еще не договорил про сапера за пределами фанатских игр. Ведь как оказалось, сапер существует еще и в других играх. Всем привет, ребята! Сегодня в видеоролике я вам хочу показать, как в GTA 5 RP по фастику быстро пройти сапера. Например, есть вот такое видео. Здесь человек в Майнкрафте при помощи редстоуна сделал полностью рабочий сапер с рандомайзером и возможностью победить. Он даже смайлик анимировал. В общем, если вы хотите просветиться в этом чудо инженерии, то смотрите оригинал. Иначе, если я буду это объяснять, то видео затянется еще на 5 минут. Так же, как я говорил до этого, сапер существует и в Роблоксе. Причем тут люди настолько преуспели, что сделали вот столько режимов по саперу. В самом популярном из них суть такая. Мышкой ставим флажки, а ногами открываем земли. Также здесь есть мультиплеер. Это, наверное, единственное, что здесь есть интересного. Сначала мы все просто прекрасно проходили, но потом случился вот такой казус. После чего на следующем раунде меня заспавнили отдельно. Твари. Есть еще такой режим, это как раз тот закос на хоррор. Здесь тоже есть мультиплеер, даже челленджи, но заинтересовала меня история. Здесь мы играем роль матерого зэка, который наконец-то может откинуться, а нет, не может. Ну, в общем, нас ведут в комнату с моим гайдом на сапер, после чего в пустыне нас ждет гиперреалистичный сапер. Вот есть мины, их нужно разминировать. Наверное, для того, чтобы прохожие могли спокойно ходить по разминированным минам. В общем, нажимаем на мину, она покажет нам 0. И теперь благодаря дрону и миникарте ориентируемся, где находится мина. В остальном все такое же, как в оригинале. Хотел бы я сказать, что это атмосферная игра, где тебе в 100 раз сложнее ориентироваться, чем в оригинале. То, что здесь все так, ну, реалистично, знаете, да? Но нихуя! Когда я играл в этот режим, я смотрел только в правый верхний угол. И иногда переключался на дрона. Потому что эти злоебучие флажки можно взять только в начале, из-за чего проще играть без них. Они являются единственным ориентиром, за исключением карты. Так что по факту это просто затянутый сапер, где не хватает только скипа разминирования мины за робоксы. Ну, в общем, когда мы закончили, нас отведут к какому-то важному хую бумажному, после чего я под песню «Бадабум» всех разъебу. Короче, как вы поняли, игра мне не зашла. Но я все равно решил проверить режим с челленджами и, блядь, что это? Как тут 8-то может быть? Я еще после каждого хода забываю, где какое число было. Не, я не хочу в этом разбираться. Какие еще есть игры по саперу в Roblox? Вот этот RPG сапер, где тебе нужно сражаться с боссами, кидаясь бомбами. К моему счастью, я нашел видео с прохождением всех боссов, так что мне не придется этим заниматься. Только скажу, что с оригиналом здесь нет вообще ничего общего, кроме дизайна. Ну, мне серьезная игра предлагает сражаться с огромным смайликом, который крутится и стреляет лазерами. И все это в Роблоксе. Как вообще до этого дошло? По саперу есть очень много разнообразного контента в интернете, но в большинстве своем связан он с ним очень косвенно. Например, вот, пожалуйста, настольная игра сапер, есть даже обзор на такую. Сегодня мы открываем новую игрушку. Называется «Ящик сапера». Когда я была маленькая, мы в такую игру играли на компьютере. Шахматный сапер, сапер судоку, 4D сапер, очередной сапер с боссом, такой есть сапер. Даже вот такой пиздец! Я просмотрел просто 1000 клонов. Сапер в Майнкрафте, коронавирус сапер, Трамп сапер. Есть онлайн-сапер, где 2 человека играют на одном поле. Это такая кривая дрянь. Я не буду делать на все это обзор. Как минимум, потому что часть от каждой этой игры уже была в других. А искусственно затягивать видео я не хочу. Но среди всего этого осталась одна игра, которая находится в браузере, которая привносит в 100 раз больше механик в сапер, чем все, что я показал до. Адвент-календарь с сапером. Адвент-календарь под собой подразумевает какое-то ежедневное действие, которое обычно прогрессирует. Есть такие с конфетами, фигурками, а в нашем случае с сапером. Ну и что же здесь есть интересного? Мне проще промолчать. Ну так, давайте пойдем по порядку. На 4-м дне нам дают двойные мины, суть которых ясна по названию. То есть на одном квадрате могут стоять 2 мины. А на 8-м дне открываются тройные мины. Потом поле замыкается, то есть теперь левый край связан с правым. Теперь нам дали овцу, она ходит в сторону наших раскопок. И если она попадет на мину, то пострадает, умрет и взорвется. Также, конечно, инвертированные мины. Одна из лучших механик, как по мне. То есть если у клетки стоит такая мина, то клетка пойдет в минус. А если рядом будет обычная мина, то числа сложатся и получится 0. Также у нас появился ботанический сад. Это несколько штук обозначений, которые говорят нам вообще обо всем. Какие-то показывают расположение мин вот таким образом, а камни дают нам понять, какие клетки безопасны. Если их всех перечислять, видео затянется еще на несколько минут. Так что давайте вы дальше сами. Я рассказал почти все механики адвент-календаря, и на этом он заканчивается. Его первая часть заканчивается. Ведь есть еще 2 части. К моему сожалению,
сожалению, вторая часть календаря оказалась самой маленькой и неинтересной. Из всего, что она нам добавила, это вот такой уровень с хуй пойми что значащим нулем, и все. Но если вы подумали, что дальше все пойдет только на убывание, то вы сейчас просто охуеете. Третий календарь начинается с больших мин, у которых увеличился радиус. Думаете, я понимаю, как в это играть? Вы не правы. Дальше вот такие клетки, которые уменьшаются при каждом поставленном флажке. Кстати, вот это вообще крутая идея, наверное, для новичков прям идеально будет. Давайте дальше. Мины, которые работают по принципу коня в шахматах. Чё это? О, а сейчас вы увидите мой любимый тип уровней. У нас тут есть два вида бомбы, зеленая и синяя. И цвет на квадратах обозначает, какая конкретно стоит рядом с ними. Но есть и такой квадрат. Он появляется, если рядом с ним стоит две мины синего и зеленого цвета. То есть здесь все работает от смешения цветов. И все, настолько простая концепция и при этом не отходящая далеко от оригинала. Это вообще как? Ну, если спуститься вниз, то можно увидеть такую схему. Здесь четко понятно, что вот это вот появляется при смешении трех цветов. Ага. А корень-то тут что делает? Как заявляет автор? Представьте, что синие и зеленые мины направлены в противоположные стороны под углом 120 градусов. При каждой зеленой мине вы двигаетесь вниз-влево, а при каждой синей мине вниз-вправо на одну клетку. Таким образом, вы оказываетесь в какой-то точке сетки в зависимости от количества зеленых и синих мин. Цвет теперь зависит от угла относительно исходной точки, а число указывает на расстояние от исходной точки. Для некоторых комбинаций это расстояние является целым числом, а для других нет. И получается такие значения, как корень из 3 или корень... Чё, блять? Короче, корень здесь ничего не значит. А такие большие цифры сделаны, не знаю, походу, чтобы поржать над дальтониками. Погнали дальше. А дальше у нас вся та же бодяга, только уже в виде RGB. В этой играйте сами, я вроде уже все объяснил. Теперь у нас появляется собака. У нее мы можем украсть мяч, после чего она побежит за ним, попутно умножая цифры под двойной миной на 2. Зачем? Еще одна ходящая хуйня. Конь, он урод. Он как баран, хочет взорваться. Но только вот теперь ходит как в шахматах. И опять баран. И опять он бегает за нами. Только в прошлый раз нам, видимо, было мало. Теперь в него со всех сторон летят снаряды и, блять, это что, инвертированный сапер? Помните, я говорил про затянутый сапер в Роблоксе? Вот он. Теперь в натуре, чтобы узнать, где какое число стоит, нужно сделать несколько ходов. Пейнт в сапере. Вот он просто есть. Здесь даже размер кисти выбрать можно. Ладно, давайте перейдем к последнему уровню. Наверное, там будет все, что я прошел до этого, но только в 1000 раз сложнее. А нет, это обычный сапер. Но только вот это не значит, что он не будет в 1000 раз сложнее. Знаете, в оригинальном сапере есть такая вещь, как рандом. И людям это не нравится. Забудьте. В этом уровне почти каждый ход рандомный. При этом мы находимся на одном и том же сиде. Так что готовьте камеру, чтобы фоткать каждый свой ход. И вот я прошел этот уровень. Все, ответ-календарь кончился. Что ж, это был лучший сапер, в который я играл. Хотя в этом видео я сделаю обзор на еще несколько игр, но забегая вперед, ничего лучше этого уже не будет. На сайте разработчика есть еще несколько игр и даже некоторые из этого календаря. Также уровень в Geometry Dash, какой-то сапер 37, но в подобный я уже играл. Граф Свипер, углеродный наночистильщик. Сейчас мы как никогда близки к полному познанию сапера. Большая часть из того, что я обозреваю, осталась позади, и пора переходить к играм на компьютер. На часть из них я уже сделал обзор, но это были именно что ответвления от других частей повествования. А сейчас я вам покажу прямо такие игры, не зависящие ни от чего. Первую из них я нашел в этом шорте. Как говорит автор шорца, вы будете удивлены, но разработчик умудрился совместить сапера и рогалик. Ну давайте проверим, что там за рогалик. При входе в игру мы видим такое меню, здесь можно выбрать режимы, уровень сложности. И да, я опять убеждаюсь, что фанаты сапера помешаны на музыке. Если нажать на режим сапер, то это будет просто обычный сапер, в котором мы сможем собирать руду, которая нахуй не нужна. Давайте другое. В обучении нас научат механикам. Все, давайте уже играть в историю. При входе нам дадут понять, что портал под нами это выход отсюда, а чтобы его активировать, нужно найти 4 реликвии. И побежали искать реликвии. Может, в этом сундуке есть одна? Угу. Нам, кстати, сразу дают вот такой шар, который можно за ману пулять во врагов. И это является лучшим оружием, потому что вблизи вам 100% дадут пизды. Тут еще везде раскиданы клетки, из которых можно кого-то вытащить, после чего он даже спасибо не скажет и просто испарится. Ну так, а какую роль здесь играет сапер? Зачем он здесь вообще? Ну, например, по всей этой карте разбросаны такие рожи, которым в рот нужно засунуть рубин, вот такая штука красная, и он соединится с другими такими головами. Могу предположить, что с помощью этого добывается одна из реликвий. А в остальном сапер здесь нужен только, чтобы прорываться к закрытым помещениям и делать шорткаты. Короче, моя рецензия к игре. Хуйня сырая. Она, конечно, вроде обновляется, но делает это уже 2 года, а в той версии, в которую я играл, даже звуков толком нету. В общем, может, когда-то из этого вырастет что-то большее, но пока из изменений я вижу только замененную текстуру монстров, измененную текстуру руд.
чтобы что. Но в трейлере, конечно, круто все. И там, и сям сверкает, и босс какой-то есть. Только вот при чем тут сапер? В шахтах даже клад никакой найти нельзя. В общем, игру мы удаляем, и остается последняя игра в этом обзоре. По совместительству, самая популярная фанатская игра в этом комьюнити. И главный объект для создания мемов, артов и... Об этом позже. Я специально избегал эту игру в начале, ведь она плохо вписывалась в повествование, так как тогда бы ролик был не последовательный, а состоящий из ответвлений от этой игры. Так что здесь вы увидите много того, что я уже обозревал до этого. Неужто одна фанатская игра подмяла под себя все комьюнити? Да. Сам я проходил эту игру на стриме и дошел до конца 2 главы. И сейчас я своим уже ставшим профессиональным мнением по саперу расставлю все точки над «и» и расскажу каждому из вас, что скрыто под этой миловидной картинкой. Так вот насчет картинки. Эта игра имеет абсолютную доминацию в плане дизайна, в том числе саунд-дизайна. У смайлика сверху есть под десяток версий, и каждая из них полностью анимирована. Он даже реагирует на движение мышки, что на самом деле неудивительно, ведь он стал лицом не просто этой игры, а по ходу всего комьюнити сапера. Сами уровни тоже неплохо стилизованы, но главное это то, что каждый новый уровень отличается цветом. И да, только цветом. Но все равно же круто! Но также и саунд-дизайн. Аналогично с дизайном уровней, на каждый новый уровень включается новый хайповый трек. И да, это именно те песни из этого плейлиста, на которые я уже делал обзор. В общем, игра красивая. Но что же насчет механик? Неискушенному уму они могут показаться интересными и новыми, но не для меня. Да и для вас тоже вряд ли, вы уже достаточно повидали. Самая первая механика, которая у нас появляется, это некий радар. Его суть в том, что за взятку он сможет при неправильном открытии квадрата спасти вас. Но если вы все-таки проиграли, то снова можно будет отсыпать денег и тебе вернут возможность играть дальше в эту капиталистическую игру. Идем дальше. А все, механик больше нету. Я, конечно, могу рассказать про другие мелкие нововведения, но вы не глупые, сами должны с этим справиться. И что же получается, в эту игру играют только ради музыки и смайлика? Вообще, да, но есть еще одна причина. В общем, каждый уровень пронумерован квадратом и сапера, и в каждом из них 100% есть одно число, которое идет по нумерации. Другими словами, играешь в уровень 7, будет квадрат 7. Играешь в 8 уровень, будет квадрат 8. Это понятно. А что тогда будет здесь? А вот это самое интересное. На 9 уровне нас вместо обычного сапера встретит он. Это босс, и он прыгает, и ого-го-го-го, он что, ломает клетки? А нет, они сразу восстанавливаются. В общем, здесь на время нужно открыть все квадраты, и после чего нажать на круг, из-за чего Михаил лопнет. Окей, это был первый эпизод. Что там во втором? Я чувствую себя наебанным. За каким хуем они добавили босса из первой главы во вторую? Просто чуть-чуть увеличили локацию и все. Но погодите, после него идет еще один босс. 10. Тут уже интересней. Ведь теперь босс не дает вам передышки и каждые 10 секунд требует нажатия по себе. При этом постоянно ускоряясь. Если вы думаете, что это хуйня, то это не хуйня. По нему реально на больших скоростях тяжело попасть. Ну, вот мы его победили. А что дальше? Опять этот долбоеб. И на этом игра кончается. Как по мне, уж больно сильно она переоценена. Да, выглядит она расчудесно, но внутри-то такое себе. И что, неужто я закончил сапером? Здесь что, больше ничего интересного нету? И как только я дал возможность своему разуму так подумать, все мои размышления были разбиты об жестокую правду. После чего ни я, ни вы не сможете воспринимать сапер так, как воспринимали его раньше. Ебучий ТикТок! Пропади ты пропадом! Лучше бы я не снимал это видео. На протяжении всего видео я говорил о неком комьюнити сапера, но ни разу не давал его четкого определения. Лишь озвучивал недвусмысленные намеки. Так что сейчас мы с вами погрузимся в ебучую Марианскую впадину, о существовании которой я лучше бы и не знал. Впервые открыв ТикТок, я не искал сапер, он сам мне попался в рекомендации. И я начал сохранять все связанные с ним видео, но потом начали появляться странности. Уманизированный капитан из Сапера Плюс танцует под музыку. Ну... Ладно. А, такими видео набит ТикТок. При этом они довольно популярные. Так, что тут Судоку делает? Вы решили превратить все казуальные игры в людей? А это что? Почему Сапер и Судоку в одном ТикТоке танцуют и... Ёбаный рот. Таких видео десятки штук, если не сотни. Они везде. Каждое второе видео по саперу это вот это вот. Они что, реально шиперят две игры? Как это вообще клеится со всем, что я говорил до этого? Я решил проверить в Телеграме, где так и написал Minesweeper. И нашел 2 паблика по саперу, где люди обмениваются всем, что связано с сапером через бота, после чего это все скидывается в канал. И тут все такое. Сапер, Судоку, какие-то арты с анимешным сапером и сапером Скуфом. Блять, тут даже фанфики есть. Вы ебанутые! Я захожу в ТикТок и вижу эротические видео с сапером, комикс с сапером и Судоку, в котором... Блять, вы сделали фури сапера. Сапер бесконечностей.
Это снова навело меня на одну мысль. Вот что будет, если здесь написать не Minesweeper, а Minesweeper Plus? Я вас всех ненавижу. Вы все уроды ебаные. Блять, вот как вы превратили это вот в это все? Как вам это вообще в голову пришло? Везде этот капитан, девятки, десятки, судоку. Даже в этих ебучих пабликах ежедневно публикуются порно-арты. Вот поэтому. Я их даже специально не искал. Ебаные садомиты. У игры даже нет официальной хуманизированной версии этого смайлика. Вы просто так нарисовали ему пузо и дрочите на это. Вот, например, арт, где капитан проглатывает свою копию, и она сидит внутри него. Как вы могли заметить, во всех этих артах преобладает гомофилия, из-за чего я решил приблизительно выявить количество гомо-артов из общей части. И что бы вы думали? Из 60 мной просмотренных артов 50 оказались гомосексуальными. И это если не считать те арты, где просто изображен капитан и при этом у него ничего из сраки не торчит. Если учитывать эти арты как гомосексуальные, то тогда все 60 артов, которые я просмотрел, это откровенная гомосятина. Твой хуй сосать будешь? Ага. Каждый арт с этим жиробасом-пидорасом — это какая-то откровенная содомия, которая берет свои корни. Угадаете откуда? Я в этом ролике уже говорил про это. Просто давайте, попробуйте догадаться. Из-за какой игры такие люди массово заинтересовались им? Ебучий Roblox. Еще 3 года назад режимы с сапером стали популярны, в том числе и в СНГ. Особенно среди детей. Вот самое популярное русскоязычное видео по Roblox саперу. Сука, даже не пробуйте меня переубедить в том, что миллион просмотров на Кошке Лане — это просмотры взрослых состоятельных людей. И понеслось. Если вбить в поиск Roblox сапер, то вы увидите десятки кастомных шляп и одежды. Я сейчас как никогда прежде поддерживаю действия Роскомнадзора по отношению к Роблоксу. Просто из-за вашего существования мне становится стыдно играть в сапер. Твари вы последние, кто это рисует. Пока я не зашел в ТикТок, я даже подумать о вашем существовании не мог. Я думал, сапер — это такая неисследованная кладезь интересных и креативных игр. И не очень интересных видео. Но в итоге мы имеем целое комьюнити, дрочащее на спарринг жирного капитана сапера и судоку. Я просто не могу это больше обозревать. Я все. Сука, вы, блядь, фейк-фаны нахуй. Вы фейк-фан. Вы не играли в сапер в 2023 году, когда я начал играть. Почему в сапер играет так мало людей? Она была популярна еще в те времена, которые мы уже не помним. Вы подшары с Minesweeper Plus. Играл, блядь, учился сам играть без туториала. Вы не играли в сапер в 2023 году. Блять, вы играете в игру, вы даже не понимаете ее смысл. Вы играете, чтобы просто подрочить на этого желтого шарика. Ну я что, не прав? Я что, не прав? Так, в пизду, это сапер неинтересно. Хуйню вот мне подсунули. Так как вы досмотрели это видео до конца, значит, оно вам очень сильно понравилось. Не буду тянуть. Я тут, чтобы сказать, что все то, что вы видели в этом видео, в том числе игры, видео, все источники, арты, ну, кроме конкретного прям порно, я скину в свой телеграм. Абсолютно бесплатно. Ну здорово ведь! Ну здорово ведь! Ну здорово ведь! Там это сообщение будет висеть в закрепе, но в описании тоже будет ссылка на этот пост. Так что заходите, подписывайтесь, суки! Я столько пиздеца насмотрелся, что вы мне просто должны эту подписку. Ну и, конечно, активничайте под видео, ставьте лайк, скиньте его другу, кто тоже играет в сапер, ну или кто просто дрочит на капитана. Ну и на стримы заходите, там весело и вообще тип-топ и эгегей. На этом у меня все. Уходите.